Привет, канал Steinhaus. Хочу сегодня показать, как смотать паракорд, чтобы его или хранить, или носить с собой, или там, сделать маленький моточек, положить в рюкзак, с собой носить. Также покажу, как смотать большое количество паракорда. Ну, здесь не очень оно большое, но у меня больше просто нет мотка. Так можно смотать любое количество, в общем-то. Давайте покажу сначала вот на таком маленьком мотке. Обзоры паракорда также есть в моем канале. Покупаю их на Алиэкспрессе. Весной будет на этот костюм обзор. Это костюм горка. Давайте размотаем этот моточек. Так, паракорд размотали. Давайте сейчас покажу, как вот можно... Пару вариантов, точнее намотка одна и та же, два варианта, как зафиксировать конец. Берем, зажимаем каким-то образом конец паракорда между пальцами и начинаем мотать на большой палец, на мизинец, на большой, на мизинец, на большой, на мизинец. Вот такая получается восьмерка, то есть на большой, на мизинец. Вот таким образом. Очень удобно мотается, во-первых. Так, оставляем, до конца не доматываем, оставляем конец. Я всегда ошибаюсь с длиной, которую нужно оставить. Но оставлю побольше. Ну, допустим, вот столько. Берем эту аккуратненько восьмерку. И вот этим большим концом оставшимся начинаем обматывать. Вот так. Раз. Плотненько натягиваем, обматываем, чтобы виточки были плотные. Тогда у нас смотка будет очень красивая и плотненькая. Так, раз. От начала и до конца обматываем. Так, ну, я уже сказал, я всегда ошибаюсь. Не хватает мне, кажется, все, что очень много оставляешь. На самом деле он сильно наматывается. Надо чуть побольше. Ну, не суть. Как закрепить этот конец? Берем вот так вот петельку. Сюда продеваем. И все, и затягиваем. Раз, все. Он сам себя как бы придавил, и теперь он никак не развяжется. То есть мы затянули, виток этот конец прижал и держит его очень плотно. Все. Если домотать вот чуть подальше, оставить вот такие только кончики, будет красивенько. Ну, я показываю принцип, как это вот можно сделать. Будет жесткий, такой красивый, аккуратненький моточек. Второй снег падает. Значит, второй вариант. Намотка точно такая же, только последний виток, чтобы закрепить конец, делаем, ну, примерно таким же образом. Так, ну, возможно, не очень хороший цвет паракорда я взял, чтобы показывать, он как-то отсвечивает. Значит, делаем виток. Так, ослабленный такой. И вот такой виток еще вот за него. Получается у нас вот такое перекрестие. И в это перекрестие засовываем этот конец. Вот между двумя витками. Вот так вот раз. Все, теперь затягиваем. Конец у нас между... ну, вот входит в это перекрестие. Затягиваем. И вот такой узел, прям как узел получается. Он еще более крепкий. Вот. Еще более надежно держит. Так, ну еще один вариант, как конец можно закрепить. То есть намотка та же самая. Кончик берем. Начинаем мотать. Мотаем эту восьмерку. Так, оставим кончик немного побольше. Так, раз. Кажется, что его слишком много останется, но на самом деле он очень хорошо заматывается. Так, и начинаем обматывать. Так, теперь слишком много оставил.
Опять же у нас получается такая же скрутка. Красивая, ровненькая. Что делать с этим концом, чтобы он не болтался? Снизу конец, который у нас висит, немного тянем. Тянем, увидели, какая петелька тянется, значит, эта петелька нам и нужна. Берем ее, значит, берем эту петельку, в нее продеваем этот конец. И нижним концом петельку вот так вот подтягиваем. Все, конец у нас никуда не денется. Самое главное рассчитать его длину, чтобы его было достаточно. То есть он, видите, у меня остался длинный. Ну, я показываю сам принцип действия. Вот, все, конец зафиксирован, этот конец тоже никуда не денется. Но этот конец торчит, мы видим. Его вот так подтягиваем, петелька выходит оттуда. Вытаскиваем обратно этот конец, и можно разматывать. В общем-то, все. Вот такие способы. В принципе, если дома сидеть аккуратно, я тут на камеру где-то в лесу еще снег на голову падает с елок. Можно аккуратненько сделать такой моточек ровненький, хорошенький, и с собой носить как такой запас паракорда в рюкзаке там. Так, ну давайте сейчас покажу способ, которым можно намотать большое количество паракорда, также любой веревки. Ну, у вас 2 пальцев просто не хватит, чтобы много на них намотать. Но этот способ, я думаю, все знают. Ну, кто не знает. С помощью этого способа можно намотать любой объем паракорда, любую длину. Значит, есть у меня вот такой кусочек паракорда. Он уже использованный, я не знаю, сколько здесь осталось метров. Размотал весь моток, как раз давно хотел его нормально, плотно смотать. Вот, возможность теперь появилась. Ну, я думаю, все знают этот способ. Многие наматывали таким образом веревки, удлинители, там где-то на даче. Ну, удлинители без катушек, которые... Вот. В общем, берем один конец в руку, мотать будем на палец и на локоть. Ну и, собственно, мотаем один конец под локоть, другой вот так вот на палец. Ну, вот таким образом, если приноровиться, очень быстро это делается. Большая длина веревки или паракорда очень быстро наматывается. Вот. Ну, в общем, таким образом дальше мотаем. Вот так, раз и все. Все смотали, теперь оставляем кусочек паракорда, чтобы обмотать середину, и, в общем-то, паракорд был плотный и не разматывался. Ничего сложного. Так, где-то примерно берем длину, которая нам как раз нужна будет. И плотненько вот так вот берем и обматываем. Вот, под один конец, под второй, вот так крест-накрест. И все, затянули. Ровненький моточек такой. Ну, здесь у меня немного вылезло, если спокойно сидеть там дома, сматывать поаккуратней. Плотный моток, ровный, плотный должен получиться. Вот, главное, вот эту длину оставшегося конца, который будете наматывать, подобрать, чтобы хватило от конца, от начала до конца намотать его. Ну что ж, на этом все. Вот такие способы намотки паракорда для хранения, для того, чтобы носить с собой. Благодарю за подписку и увидимся на канале.